Всем доброго времени суток. Сегодня я расскажу о том, как я буду делать мачту антенную для своего макета. Ну, можно, в принципе, купить готовый, найти наборы, но я, в общем-то, хочу сделать это руками. Значит, я буду использовать вот такой одножильный провод, это 1 на 0,5. Дальше я просто вытаскиваю, снимаю изоляцию, вытаскиваю жилы оттуда. Вот они уже нарезаны на нужные мне куски. То есть у меня мачта будет длиной порядка 14 сантиметров. Ну, опять-таки, это в моем масштабе. Это 70-футовая мачта масштабная будет. Вот, проволока неровная, поэтому выравниваю я ее просто при помощи вот такого брусочка. Кладу и вот так вот раскатываю. Вот, и получаем относительно ровный такой пруточек. Вот таких прутков я нарезал 6. 3 будет это мачта, опоры мачты самой. И, соответственно, из 3 остальных я буду делать толстые перемычки. Потом мне понадобится еще провод от витой пары, жилу. Ей я буду делать уже диагональные распорки. Ну, сейчас я прервусь на какое-то время и вернусь уже, когда начну, собственно говоря, паять вот саму мачту. Так, на следующем этапе я буду делать разметку. Вот я уже нарезал перемычки. Они у меня по 10 миллиметров. И на расстоянии они должны быть 11 миллиметров. Поэтому я сейчас беру как бы вертикальную основу и маркером через 11 миллиметров наношу здесь отметки. Вот. И теперь буду припаивать уже вот эти горизонтальные перемычки к вертикальной основе. Для пайки я закрепил вертикальную часть вот такими кнопками, не до конца, просто чтобы она была фиксирована. И вот перемычки горизонтальные буду припаивать. Я использую паяльную кислоту и относительно мощный паяльник, значит 40-ваттный. Для чего? Чтобы не нагревать большую плоскость, а вот она практически моментально здесь будет сейчас паяться. Вот, и таким вот образом я буду сейчас припаивать все вот эти горизонтальные перемычечки. Если взять просто обычный там паяльник 15-20 ваттный, получится, что для того, чтобы пайка нормально держалась, нужно какое-то время будет греть, и, соответственно, нагреется большая плоскость, и когда мы будем спаивать, они просто соседние будут отваливаться. Вот, поэтому здесь главное быстро нагреть именно точку, в которой паяется. Ну что ж, сейчас я пока продолжу припаивать все эти перемычки горизонтальные. Вот, и таких конструкций мне нужно будет сделать 3 штуки, поскольку мачту я буду делать трехгранную. И потом буду спаивать их между собой. Итак, вот все 3 части готовы. Теперь будем спаивать их вместе. Пробовал я какие-то придумать приспособления для того, чтобы правильно все это спаять, но все это неудобно, жутко. Поэтому угол будем задавать вручную на глаз. Вот просто прихватим с одной стороны слегка. То есть хорошо пропаивать не надо, чуть-чуть буквально, чтобы она держалась. Одну сторону сделали, теперь точно так же делаем с другой стороны. Ну, здесь уже проще, поскольку она относительно форму
уже держит. Так, ну вот у нас в принципе форму она держит. Теперь будем пропаивать все остальные также аккуратненько. Буду продолжать. Итак, вот все пропаял. Теперь начинаю перепаивать перемычки диагональные. Для этого я буду использовать провод от витой пары. Значит, один конец я положу. И припаиваю его на место. Паяльник я уже использую 20-ваттный. Здесь сильно проволока тонкая, уже греть не надо. По месту откусываю. И с второй стороны использую кислоту. Следующее. Я не делаю как один ряд, потом другой, а все 3 ряда сразу пропаиваю. Значит, припаиваются они с перемычки не в произвольном порядке, а в определенной последовательности. И сейчас я вот 3-ю припаяю, ряд закончу и покажу эту последовательность. Значит, после того, как припаял, я надфилем здесь излишки сниму, потом вот, значит, в какой последовательности появятся вот эти вещи. Вот обратите внимание, если посмотреть, не знаю, насколько видно будет. Допустим, вот этот ряд возьмем как основной, от него из нижней точки идет наверх сюда перемычка и наверх сюда уходит. И с обратной стороны от верха диагонали, ну можно в другую сторону, это уже не суть важно. В общем, смысл в том, что здесь вот относительно одной должен вот такой как бы треугольник быть. И они, если посмотреть, то они с каждой стороны идут как бы параллельно. С этой параллельно друг другу и с этой параллельно друг другу. Вот таким образом все это буду дальше сейчас паять. Итак, вот сама мачта готова. Теперь ее можно грунтовать, красить. И основу для нее я сделал как бы бетонный фундамент вот из кусочка пенополистирола. И буду использовать вот такую томиевскую пасту. Просто предварительно не грунтовал, ничего. Вот, просто буду наносить вот поверх этого полистирола. Она такая, там то ли песок содержится, но она довольно густая. И, в общем-то, я уже пробовал, она дает неплохую такую текстуру, похожую на бетон, ну и цвет такой. Вот, пока она подсохнет, ну, заодно загрунтую и покрашу саму мачту. Пока мачта сохнет, сделаю еще одну деталь необходимую. Это лестницу. Вот опять-таки использую проволоку. И сейчас на некотором расстоянии припаяю вот так перемычечки. Значит, саму лестницу я буду делать вот из такой самоклеющейся серпянки. Вот, ну что ж, приступим. Наверное, зафиксирую я перила, скажем так, скотчем на нужном расстоянии, чтобы они не разъезжались. Пока я сделаю несколько перемычек, всего у меня их получается 4 на лестницу. Вот, наверное, пару я сделаю, чтобы зафиксировать.
ну и так далее. Так, основа для лестницы готова. Значит, вот припаянная часть у меня сейчас сверху находится. Дальше я беру серпянку, она самоклеющаяся. Вот, отрезаю ее в нужный мне размер. Чуть больше кусочек отрежу. Вот. И теперь просто беру и приклеиваю по линии вот эту заготовку. Отрезаю, но отрезаю с запасом. То есть не отрезаю прям вдоль линии, вдоль перила, скажем так, да, то есть остается достаточно такой кусочек. И дополнительно я еще проклею циакриновым клеем, чтобы все это лучше зафиксировалось. И после того, как клей подсохнет, я уже отрежу все лишнее. Так, когда клей засох, в общем-то, если нужно сделать поступи более частыми, то можно просто взять второй слой вот со сдвигом, как бы наклеить на половину, да, и будут тогда поступи ближе друг к другу. Теперь переворачиваю и загибаю вот те перемычки, которые мы припаивали. То есть это будет крепление. Ну там, если нужно, если к стене делаете, то к стене, у меня, соответственно, будет это к мачте крепиться. Гибаю их на 90 градусов. И теперь уже срезаю ножницами вот это все лишнее. И точно так же делаю с другой стороны. И вот такая лесенка у нас получается. Теперь я ее буду красить. Итак, вот мачта готова. Вот так это выглядит вблизи. Вот, лестница закреплена внутри. Вот бетонный как бы фундамент, на котором она стоит. Ну и дальше, в общем-то, по желанию можно на ней закрепить все, что вам угодно. Я буду делать антенны, так как эта мачта будет у меня на сортировке стоять. Можно также освещение закрепить. Ну, в общем-то, все, что вам нужно. Спасибо, что смотрели. Всем удачи!